Приветствую всех, друзья мои! Сегодня хочу всем зрителям канала задать один вопрос. Есть ли смысл реставрировать кожаные изделия, которые уже пришли в принципе в такое состояние, когда, печальное состояние, скажем так. Вот сегодня хочу показать вам подобный пример. Был вот такой мужской клатч. Когда он был новый, он, конечно, выглядел очень достойно, в общем, неплохо. Но хочу сказать один минус этого клатча. Как сказал, по словам хозяина, он его проносил где-то года 2. Соответственно, за 2 года, в принципе, кожаная вещь пришла в такое состояние жуткое, на самом деле. То есть, ужасное состояние. Углы все порванные, все потресканная. Значит, судя по коже, это похоже на флотар какой-то по структуре. Вот. Причем внутри этого клатча столько картона, столько уплотнителей всяких разных, столько каких-то подкладок жутких, которые порвались, которые бугрятся, выступают. Какие-то уголки торчат. В общем, какой-то ужас. Как-то так, непонятно. Вроде бы и материал хороший, кожаная вещь красивая. Кстати, брендовая вещь какая-то. Достаточно интересная. Вот. Но состояние у него за 2 года он пришел в просто ужасное состояние. Посмотрим вот внутри. Внутри так еще более-менее. То есть какие-то тут отделения. Тоже все потертое, вот, все потертое, все такое себе. Итак, изначально хозяин этого клатча попросил что-то с ним сделать, типа реставрировать. В общем, после долгих убеждений, что реставрация, тем более такого изделия, тем более такой кожи, она не придаст ему нужного лоска. То есть его полностью нужно переделывать. А как вы понимаете, переделывать всегда сложнее, чем сделать новый. И мы остановились на том, что был сделан клатч аналогичный. То есть на 90% повторяющий этот. С той же начинкой. Вот. То есть все, я это ближе сейчас покажу в рекламном. Дальше будет рекламный ролик, и я ближе покажу этот клатч, что он из себя представляет. Вот. Опять же, здесь захват был, которым он не пользовался, говорит, что он не пользуется им. Мы решили сделать обычный темляк, ручку на запястье, вот, с двухсторонними петлями. Как удобно, так можно его и носить. Кому интересно, сейчас покажу, как он выглядит сблизи, что у нас получилось. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Кстати, еще раз задаю вопрос зрителям. Как вы считаете, есть смысл реставрировать старые кожаные аксессуары? И какие? Понятное дело, что есть такие вещи, которые всегда стоит реставрировать, а есть такие, которые не поддаются реставрации. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо за просмотр. Кому интересно, посмотрите дальше, что представляет из себя этот малыш.